Бантик раздевается в любых ситуациях. Может быть, кого-то я сейчас обижу. Ну что, пора отправляться в новое приключение. Смотри, ребята, как смотрят. Серега ловил мавик, ему зафигарило по пальцам. Русских много там. Ахларус. Надо немножечко сбавить скорость, иначе не дойдем. Одно из метательных орудий. Если ты так будешь вести канал, я на тебя подпишусь. О, нифига себе. Рейтинги пошли. Я хочу сказать вам, конкретно вам, безопасности, что слушайте меня. Вы здесь никто. Я удивлена, что всем более-менее идут все кепи. В общем, ребята, катаемся по горам. Сзади озеро красивейшее. Одно из самых больших в Израиле. Оно не одно из самых, оно самое большое в Израиле. А сегодня вот по камням моя лошадь все время чихает. Бантика лошадь сыт. Да? Да ты какой молодец! Красиво, но покатались очень медленно. Даже не поскакали нормально. Но погода радует, ветра вообще нет. Лыж, посмотрите, какой он прекрасный. Ты про Ладный Сергея Долю? мальчик. Я про Гуи, конечно же. Хотя у Сережи цвет волос такой же примерно. У кого льется? Дизельное топливо, ребят. Вообще очень умные лошади. В принципе, можно просто как какашка сидеть в этом самом седле, и они все сами делают. Послушные, умные. Ну что, пойдешь грязь? Вот смотрите, насколько умная лошадь. Я ничего не буду ей команды давать. Давай, решай сама. Умница. Для таких туристов, знаете, для неопытных, кто ни разу не ездил, экскурсия отлично зайдет. Для тех, кто хотя бы несколько раз катался на лошадях, будет скучновато. Бантик раздевается в любых ситуациях. Окей. Так, посмотрите, бантик переодевается. Бантик, давай. Зачем-то непонятно. Пришлось себе раздеться. Это вот такое нижнее белье ты носишь? А почему оно у тебя спортивное, а не какое-нибудь эротичное? Потому что я на лошадях пошла кататься. Мелкий хулиган. Оседлала коня. Это девочка. Ой, а давай поближе, можешь? Приподними лошади голову, можешь? Ага. Ну, посмотри на себя. Что, ребята, пора нам ехать на Мертвое море. Очень все быстро, каждый день новые места. Ловил мавик, и ему зафигарило по пальцам. При этом пальцы не порезало, потому что они фиксируются. Вот видите, они не фиксированы.
отличие от других, то есть это большой плюс. Менее травмоопасны стали эти дроны. Конкуренция. Что? Конкурент идет, смотри. Ой, ёпта. Не бойся. Ты говоришь по-русски? Да. Красава. Как зовут тебя? Меня Джузеппе. Очень приятно. Стандартный развод. Садишься бесплатно. Он встает, высота почти 2 метра. И вы катаетесь круг, а потом он говорит, слезь 3 бакса. Очень мало у нас есть. Сколько будешь кататься, он тебя спрашивает. А сколько кататься? Да чуть-чуть. Просто походить. $5. Вы смотрите на А его укусить может? улыбающуюся мордочку. Нет? А ты откуда сам? Ты из Израиля? Здесь родился? Да, Бершева. Варшава? А где язык-то хорошо выучить? Я решила покататься. Там? Русских много там? Белорус. Серьезно? Да. Amor is gewein am Meise. Die Meise ist gar nicht freilich. Ну что, вот мы и на Мертвом море. В самом роскошном отеле. Пахнет йодом, а? Водорослями пахнет. Йодом пахнет. Вот такой номерной фонд. Немножко старенький, конечно. Видно, что лет 10 этой гостиницы, а может и больше. Но задача-то не в этом. Главное – это здоровье. Сейчас у нас будет грязевая ванна. Mit der jüdischen Melech. Смотрите, какая Der красота. Melech hat gehabt am Malke. Я не могу понять, где у меня свет Die включается. Malke hat gehabt am Weingarten. Der Weingarten hat gehabt am Boy. Ну, короче, как-то вот так. Такой вот номер. Пора на процедуры. Блин, не закрыл дверь. Я вам даю ваучер на процедуру. С этим ваучером вы поднимаетесь сюда наверх, на один этаж, и ждете там, вас поведут. В общем, ребят, докладываю обстановку. Мертвое море нас не пустили. Почему? Потому что в 5 часов спасатели уходят. Что касаемо процедуры, я не стал снимать, потому что, во-первых, мне дали мужика, во-вторых, да снимать-то особо нечего было. Просто взяли, намазали меня глиной, и при этом ты 20 минут лежишь в полной тишине, то есть даже музыки никакой не включили, ничего. Не обсираю что-то, но такое впечатление, что я попал в Советский Союз. Ну, понятно, мне какой-то советский пансионат. Но вода клевая. Вода теплая, и она тебя выталкивает вообще моментально. О, нифига себе. Рейтинги пошли. Так, немножко от меня. А есть подсветка? Чего ж ты сиськи мои снимаете, не пойму. Давай, заходи. Знаете, сиськи не самое важное. Ты можешь зайти в воду? Можно быть в татухах, чтобы все Давай, смотрели иди. на тебя. Да я иду, я смотрю, что мои пингвины не Воняет здесь чем-то, да? говном, блядь, тут воняет. Туалетом. Реально. Это туалет. Блин, нифига себе, это очень клево, кстати. Я думала, что я Бог, я Иисус, я хожу по воде, смотрите. Баланс, потому что я вот пристроилась, и меня обратно всю... А пиписьки не щипят? Не щипет, а у тебя щипет? Нет. А что думаешь, Доля вылез? Александр Кондрашов. А сфоткать меня в Сейчас. Я видео пишу, расскажи, где мы, что мы и так далее. Мы Какие сейчас ощущения? на Мертвом море, и мне щипет. Ребята, мы сейчас находимся в лучшем клубе Мертвого моря. Они там сзади в бинго играют. Мы вот думаем, играть с ними или нет. Ну что, всем доброе утро. Идем сейчас быстренько перекусим и едем. Куда мы едем? А, в Масад мы поедем. Вот этот хребет, это Римская империя насыпала, чтобы захватить крепость Масад. Вот видите, там дорога и канатная дорога.
Это называется змеиная тропа. Раньше она называлась ослиная тропа. Почему? Лошадь ты можешь пришпорить, она в пропасть прыгнет, потому что она послушная. Или верблюд то же самое. А осла ты как не бей, там, не толкай, он никогда в жизни не прыгнет в пропасть. Чтобы подняться по змеиной тропе порядка часа. Борис, мы точно туда идем? Надо немножечко сбавить скорость, иначе не дойдем. В общем, идем с остановочками, запускаем Mavic Pro. Офигенный, конечно, квадрокоптер. Убеждаюсь с каждым полетом, что все становится более современным, более продуманным, как в управлении. То есть, если вы хотите купить свой первый коптер, я вам не советую брать старые модели, потому что шанс его разбить намного выше, чем у новых. Кстати, большое спасибо магазину Quadrocopter Time, которые мне предоставили этот коптер в эту поездку. У одних из первых появятся эти Mavic Pro. Ну, у них уже есть в наличии, можете купить. Ссылка оставлю в описании. Фух. Еле иду. Здесь рядом находится пещерный город, в котором жили люди. В основном охотники жили. Они на плато охотились и на канатах спускались к себе в пещеру. Жескач, конечно, тяжело, наверное, было, потому что воды нет. Норма здесь 50 миллиметров в год. Это считается пустыня. Просто пустыни бывают разные. Вот смотрите, какая порода. При этом там туннель. Израильские истребители патрулируют границу, наверное. Здесь вы находитесь в сейсмоопасном районе. Североафриканский риф, тот самый разлом, который прошел от Сирии в сторону Африки, проходит рядом. Он прямо перед вами. И место это сейсмоопасно. Начнем мы наш с вами обзор западного дворца Ирода Великого. Видите, он находится на отшибе. А туалет? Камин. Рядом, видите, вот маленькая, там где более грубые камни, это туалет. Этой мозаики 2000 лет, как и всему, что здесь. Смотрите, туалет с мозаикой, пол из мозаики. Посмотрите, я вам говорил, Ирод был параноиком. Везде были подземные ходы. Знаете, с той стороны можно увидеть подземный ход. Здесь римский историк Иосиф Флавий рассказывал, что в западном дворце Ирода Великого монарх обычно встречался с послами. И мы считаем, что эти встречи были именно здесь. Почему? Потому что мозаика здесь самая дорогая и самая изысканная. Кстати, колонны, на которых, видимо, крепилась крыша. Одно из метательных орудий. Это, конечно, деревянная копия. Голливуд здесь снял кинофильм, который так и называется «Масада». То, что осталось в наследство от Голливуда. Борис, а этот мужчина, он ругается сейчас? Нет, он очень эмоционально рассказывает про восставших, насколько герои они, что не дали себя превратить в рабов. Прокомментируй это. Я просто поражаюсь бантику. Я просто счастлив за ее зрителей. Они получают информацию в самом упрощенном виде, какой только может быть. Не информационный канал. Да. Судя по рассказу бантика, здесь жил Ирод со 100 своими дружбанами, с соточками, а всех остальных он слил. Да. Остальные чуваки все построили, а он их слил. И жил тут сам, блин, нормально все было. Ему тут дворцы построили. Вот такая история. Офигенно, если ты так будешь вести канал, я на тебя подпишусь. Ребята, это колумбариумы. Те самые голубятни, которые спасли от голода, когда 3 года осаждали эту крепость. Здесь разводили голубей, их кушали. Ну, правда, мясо костлявое было, но при этом в желудке у них был помет, который очень хорошо подходил для удобрения земли. Удобрению в виде помета голубей, будет правильно сказано. Здесь хранили воду, это резервуар, их было 18 штук. Видите большой легион, стоянка большого легиона, прямо перед вами.
Этот большой легион не мог просматривать нижнее ущелье. Ага. Задача тех легионеров, которые были там, была обозревать это ущелье, чтобы через ущелье ничего не занесли. Акустика здесь идеальная, и защитник крепости Элиазар бен Яир часто общался с Сильвой, стоя на этом месте. Предлагали сдаться, но сдачи не было. И он такой говорил: сдавайся! Он: да пошел ты! Смотрит их там, прикинь, тысячи людей. Так, Денис, наложи, пожалуйста, сюда этих римлян. Эй! Слушаю! Знаешь что? Чё? Тебе правда интересно? Да? Пошел нахуй! Ты пошел нахуй! Ну, в общем, они стояли здесь, общались и никак не могли договориться. О, Серега, ворона у тебя над головой. Это не ворона, это скворцы, которые витают только на Масаде, у них желтая передняя. В общем, ребята, это бани. Во время была концепция. Каждый человек, вне зависимости от социально-экономического положения, имеет право омыть себя горячей водой. Я смотрите на кафель, как хорошо сохранится. Ванна, краска. Теперь попали мы с вами в парилку. Как здесь достигался эффект пара? Это камины того периода времени. В древесном углем достигали температуру в несколько сот градусов. Доводили ее иногда до 600 градусов. Это не пол, это колышки, на которых пол находился. Теплый воздух шел под пол. Банщики, не рабы, выплескивали в ведра воды. Вода моментально превращалась в пар. Я в такую сходил. Так 50 градусов на улице, нахер им баня, я не понимаю. Серега, ловец дрона. Нам придумали такую программу, что мы должны все делать по строгому расписанию, вообще нет свободного времени. И поэтому мы все время опаздываем, и у нас не хватает времени даже посетить основные достопримечательности, такое как Мертвое море. Поэтому я сейчас от всех убежал и хочу сходить, хоть поснимать, что. Ну, искупаться, конечно же. Я, если честно, не проникся Израилем. Может быть, кого-то я сейчас обижу. Может быть, нам что-то не то показывают. Грязно, какие-то стройки. Ну, посмотрите сами. Не знаю, очень многие люди говорили: Израиль, это нереально круто, там, восхищались. Я вот пока, у меня вау-эффекта нет никакого вообще. Пойдемте все-таки посмотрим, что же такое настоящее Мертвое море. Смотрите. Чистая соль. Холодно. Вода ледяная, да? Да, вот здесь еще нормально, да? Вау. Ты не будешь нырять? Очень опасно, здесь нельзя брызгаться. Если, не дай бог, в слизистую, в глаза, либо в рот попадает эта вода, происходит сразу жесть. Очень неприятное ощущение, мне вчера попало. А если в глаза, то тут спасатели есть. И человек может запаниковать, потому что он не видит, куда ему идти. Смотрите, здесь гранулы огромные уже начинаются. Блин, больно даже стоять. Я тебе сразу сказала. Какой тут звук, когда они падают. Но это вообще, это очень интересно. Блин, мне больно, конечно, идти, но нужно. Ну и тут очень больно идти. Слушайте, мы заходили не здесь, мы заходили там, и там, короче, такая вот соляная корка. Вот здесь по которой ходишь, да? А там небо, по которой проваливаешься. And keep you from the I will love you better when I'm old. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, е! Я почти погрузился в эту воду. Смотрите, насколько здесь плотность воды высокая. Вернее, плотность соли. Что спокойно отплаваешь, сам себя снимаешь. Кайф. Вот такое вот Мертвое море.
Хочу вам показать, как он совершает посадку. Вот смотрите, я просто стик немножко отвожу. Он плавненько садится. До определенного момента все завис, оценил ситуацию. И все. Дальше сам, видите, я ничего не делаю. И выключаю двигатель. Ну что, пора отправляться в новое приключение. В общем, ребята, приехали в очень красивое место. Здесь скопление соли. Посмотрите, какая красота. Смотрите, просто лунный пейзаж. Здесь у нас рыбы никакой нет. Вообще никакой живности нет, потому что концентрация соли достигает 36%. Все живое умирает. Это идеальный антисептик. То есть, если вы сюда положите рыбу, она очень быстро засолится. Либо мясо. Место крутое, красиво. Но если вам попадет такая штука в рот или в глаз, или у вас будет рана, вы просто офигеете, как это больно. Все микротрещинки, вот мы вчера купались, если где-то палец, какая-то заноза, там, кутикул или еще что-то, то есть надрыв любой микротрещины кожи, ты ее чувствуешь. Да нет, конечно, и никто не полезет, ты одна полезешь. Серьезно? Ну ты самая Она смелая. небольшая. 50. Вот лохи. А там насколько далеко? Да все? нет, не очень. Да все уже, ты Сама долезла узнаешь. до конца. Еще лес. Ой, здесь мужик срет. Шучу. А там темно. Ну лезь. Дайте фонарь. А мне стрёмно туда идти, я одна не пойду. Все, Не лезь вылезай. дальше. Там очень, чтобы ты не свалился. Там сорвешься, сказали, вылезай. Не так-то уж удобно сюда лезть.